В 82 года Джордж Уилсон, миллиардер и бывший промышленник, жил в уединении в своем старинном особняке в Саванне, штат Джорджия. Он устал от людей. За последние десятилетия его обманывали родные, партнеры, врачи и даже слуги. Каждое предательство оставляло шрам. В итоге он отгородился от всех, окружив себя только камерами, системами безопасности и одиночеством. Однажды он нанял новую помощницу, 30-летнюю Эмили Брукс. Она приехала в Саванну из маленького городка в Кентукки, мечтая окончить университет и получить диплом по истории искусства. Эмили подрабатывала уборщицей, чтобы оплачивать учебу и помогать родителям, которые боролись за выживание своего продуктового магазина в сельской глубинке. Уже на следующее утро Уилсон решил провести испытание. Он специально оставил сейф в своем кабинете открытым, а внутри $5 миллионов наличными. Сам спрятался на чердаке и включил наблюдение. Он ждал, как и прежде, что девушка не выдержит. Эмили вошла в кабинет, убиралась методично и вскоре заметила открытый сейф. Однако вместо того, чтобы подойти ближе, она сразу позвонила секретарю Уилсона и сообщила, что тот, вероятно, забыл его закрыть. А после принесла стул и села напротив, чтобы охранять деньги до его возвращения. В течение дня она даже не отходила обедать в кухню, а перекусила прямо там, не оставляя сейф без присмотра. Затем ей позвонили родители, их магазин был под угрозой закрытия из-за долга банку. Девушка плакала, беспомощно глядя на открытый сейф. Но в итоге подошла и закрыла его, введя код, чтобы никто не смог добраться до денег. Позже вечером Уилсон спустился и сделал вид, что только вернулся. Но в кабинете он открылся. Сказал, что это было испытание, и она первая, кто его прошел. Он протянул ей конверт с $50 тысячами. Эмили отказалась, сказав, что просто поступила по совести. Тогда она призналась, 2 года назад ее двоюродному брату оплатили срочную операцию на сердце. Благотворитель остался анонимным. Но Эмили случайно узнала, что это был Джордж Уилсон. С тех пор она мечтала поблагодарить его лично и поэтому специально откликнулась на вакансию. Уилсон был поражен. Он думал, что никто не помнит о его добрых делах. Он открыл сейф, достал документы и показал Эмили. Он уже изменил завещание. Теперь она становилась наследницей не только части состояния, но и управляющей его благотворительным фондом, который он создавал десятилетиями. Эмили была потрясена. Она не считала себя достойной. Но Уилсон сказал, что именно поэтому и выбрал ее за честность, скромность и искреннее желание помочь людям. Через полгода жизнь Эмили изменилась. Магазин ее родителей был спасен, она продолжала учебу, а параллельно обучалась управлению фондом. Вместе с Уилсоном они разработали новые программы поддержки для малообеспеченных семей, студентов, пожилых и больных. Старый особняк больше не был пуст. Эмили стала для Уилсона как внучка. Они обедали вместе, обсуждали идеи, говорили о смысле жизни. Он чувствовал, что наконец нашел не просто наследника, а человека, который продолжит его дело. И однажды, сидя на террасе и глядя на вечернюю саванну, Уилсон тихо сказал: «Я всегда думал, что оставлю после себя деньги, а оказалось, я оставлю тебя. И это было гораздо больше». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.